Энергетический вампир – это человек, отнимающий у другого человека энергию и жизненные силы осознанным или неосознанным путем. Происходит это от того, что вампир своей силы и энергии в жизни не имеет, ему попросту неоткуда ее черпать, поэтому он берет ее у других людей самыми различными способами. Проще говоря, это паразитическая связь, где один индивид питается силой другого. В современном мире каждый человек взаимодействует с большой группой других людей и постоянно обменивается своей энергией с ними. Посредством общения, взглядов, прикосновений и даже элементарного рукопожатия. Это круговорот обмена энергией происходит постоянно и бессознательно, а также совершенно бесконтрольно. Сознательно мы можем почувствовать уже только свое настроение, состояние после общения с другими людьми. Фактически такой человек специально провоцирует окружающих на негативные эмоции, вторгаясь в личное пространство. Он не уважает чужое мнение, постоянно критикует, не слышит никого, кроме себя. По мнению некоторых эзотериков, вампир и донор при контакте соединяются кроваво-красными канатами, по которым и передаются жизненные силы. Для получения энергии вампиры пытаются вызвать жалость, доверие, пользуются добродетельностью и открытостью людей. Если вы столкнулись с таким человеком, обязательно нужна защита от него. Очень часто среди энергетических вампиров встречаются, к сожалению, родные и близкие люди. Например, престарелые родители или другие члены семьи. Здесь очень важно знать, что, скорее всего, перед вами неосознанный вампиризм. Человек совсем не понимает и не осознает, что доставляет кому-то неудобства или портит настроение, но это совсем не меняет всей сложности ситуации и требует незамедлительных действий. В идеале, конечно, ограничить общение, встречи и любые контакты, или же прекратить их совсем. Если вампиром является член семьи, то можно поговорить с ним, максимально честно и открыто объясняя свои чувства и эмоции. Не реагировать на провокации к скандалу или ссоре, промолчать, сменить тему или выйти из помещения. Научиться отстаивать свои личные границы и говорить «нет» тогда, когда хочется сказать «да». Старайтесь избегать телесного и зрительного контакта. Это лучший способ воровства энергии. Контролируйте свою жалость и сострадание. Чаще всего вампиру совсем не нужна ни ваша, ни чья-либо другая помощь, ему необходимо вызвать чувство, вашу эмоцию и забрать ее себе. Фильтруйте реально нуждающихся в помощи знакомых и родных. Всех пожалеть реально невозможно. Более того, на это уходит огромное количество энергии. Игнорируйте всевозможные и бесконечные жалобы на жизнь, работу, семью и прочее. Не воспринимайте всерьез слухи, сплетни, пересуды о других людях. Выйдите из роли несчастного и перестаньте считать себя жертвой. Развивайте уверенность в себе и самодостаточность. Выявите и устраните ваши самые слабые и уязвимые места. Необходимо избавиться от своих слабостей, страхов и навязчивых идей и мыслей или научиться ими управлять. Очень важно понимать, что между вампиром и его жертвой есть одно связующее слово – это страх. Лишив обидчика его пищи, вы станете ему абсолютно неинтересны. Не рассказывайте много о себе, особенно личного и тайного, в общем всего, что можно использовать против вас. Не будьте слишком наивными и доверчивыми. Развивайте любовь к себе, учитесь самостоятельности. Так же, как и страх, зависимость и привязанность – лучшие друзья вампиров и их жертв. Есть еще несколько нестандартных способов освободиться от негативной энергии и восполнить свои силы. Принять душ, ванну и полностью расслабиться – это поможет освободиться от плохих мыслей. С давних времен вода является средством очищения от болезней негативного воздействия. Общаясь с представителем вампиризма, можно скрестить руки или ноги, мысленно представляя, что вы защищены. Похожий способ – представить вокруг себя стеклянный шар или свою ауру. Насколько она крепка и нерушима в вашем воображении, настолько вы в безопасности. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом,
Походы в кино и театры также помогут восстановить энергию.